В этом проекте не будет специфических вещей, таких как резервирование, масштабирование, и это будет фактически система, состоящая из двух узлов, но там, где два, там и три, и четыре, и так далее. Сейчас я покажу именно базис. Итак, давайте посмотрим на этапы создания проекта. Сперва мы опишем архитектуру нашего будущего проекта. Далее опишем технологическую структуру объекта автоматизации, создадим интерфейс оператора, ну и, наконец, запустим этот получившийся проект и проверим, действительно ли что-то у нас получилось. Итак, давайте рассмотрим архитектуру. Как я уже сказал, здесь всего будет два узла. Узлы эти будут представлять собой внешний источник. Внешним источником фактически может выступить как контроллер, так и сторонняя SCADA-система, так и имитационная модель, запущенная в альфа-сервере, как в нашем случае. На другом узле мы развернем альфа-сервер, альфа-historian и альфа-HMI. Это компоненты альфа-платформы. Они не обязательно могут быть размещены на одном компьютере. Они могут также быть размещены на отдельных узлах системы, но в нашем случае это не требуется. Общение между этими узлами будет происходить с помощью протокола MAC 104. Ну и давайте сразу рассмотрим, какое технологическое оборудование мы будем описывать. В нашем случае это резервуар, у которого имеется датчик уровня. На входе в резервуаре имеется задвижка и датчик давления, и на выходе из резервуара тоже имеется задвижка и датчик давления. Ну что ж, с основными моментами мы определились. Теперь можно начинать разработку. Так, с вашего позволения, камеру, чтобы она нам не мешала. И давайте приступим к рассмотру инструментов, с помощью которых мы будем создавать проект. Первым инструментом, который нам понадобится, это Alpha Dev Studio. Здесь мы будем описывать архитектуру и создавать описание технологических объектов. Итак, давайте для начала создадим новое решение. Назовем его демо. И в рамках этого решения будем создавать новые модули, в котором мы будем описывать этапы создания проекта. Для начала создадим проект развертывания, также назовем его демо. И вы можете заметить то, что в обозревателе решений появились объекты. Это как раз общее решение и модуль демо. В модуле автоматически создались ссылки на сервисные модули, с которыми мы познакомимся чуть позже. И появился такой объект домен. Доменом является узел архитектуры. В рамках одного домена может быть организована передача данных между несколькими узлами. Также, возможно, этих доменов может быть не один, множество. Можно организовать связь между доменами. Но это тема уже дальнейших вебинаров. Итак, давайте для начала опишем архитектуру нашего проекта в рамках одного домена. Начнем с описания внешнего источника. Для этого с панели инструментов, расположенной в левом нижнем углу, на рабочую область по центру переместим компьютер и назовем его имитатор. Этот имитатор – это физическое устройство, у которого есть IP-адрес. И давайте свяжем этот элемент, который мы добавили, с конкретным физическим устройством. Для этого адаптеру Ethernet укажем его адрес. Итак, мы связали абстрактное устройство с физическим. И теперь можем создавать исполняющий компонент, в котором и будет описана в дальнейшем структура объектов автоматизации.
И здесь же в исполняющем компоненте мы опишем коммуникационный модуль, с помощью которого и будет происходить подключение, общение между узлами системы. Итак, зашли внутрь исполняющего компонента, и здесь мы добавим с панели инструментов станцию MAC 104. Так, добавили. На этом описание внешнего источника пока можем завершить. Вернемся в домен и добавим с панели инструментов узел альфа-домен. В узле альфа-домен мы и будем описывать компоненты альфа-платформы, а именно альфа-сервер и альфа-история. Среду визуализации альфа-HMI опишем. Здесь мы описывать не будем, как я уже сказал, разработка проекта визуализации через другой инструмент. Итак, зашли в узел домена, и здесь разместим, во-первых, Ethernet адаптер для того, чтобы связать это физическое устройство с физическим. Укажем ему адрес. И разместим с панели инструментов альфа-история и альфа-сервер. Итак, давайте настроим добавленные компоненты. Альфа-история. В нем уже автоматически создается база данных по умолчанию, поэтому дополнительные настройки в нашем случае не требуются. Давайте более подробно познакомимся с альфа-сервером. Альфа-сервер выполняет функции ввода-вывода, также выполняет функции работы с историей, функции генерации событий, а также функции логической обработки данных. Итак, давайте посмотрим, что же автоматически создается в конфигурации альфа-сервера. В первую очередь это модуль истории. Давайте ему укажем ссылку на базу данных, с которой он будет работать. Также здесь добавлен OPC AE сервер, с помощью которого и будет происходить генерация событий. И имеется два модуля, это OPC DA сервер и OPC HDA сервер, с помощью которых будут клиенту предоставляться оперативные и исторические данные по соответствующим протоколам. Для того, чтобы мы могли подключаться клиентами, обмениваться данными с клиентами с сервером ввода-вывода через наш внутренний протокол, разместим также TCP-сервер в конфигурации этого альфа-сервера. И для того, чтобы получать данные со внешнего источника по протоколу MAC 104, добавим опросчик MAC 104. На этом описание узла домена, в котором размещены компоненты альфа-платформы, закончены. Ну а теперь осталось связать эти два физических устройства в единую сеть. Для этого с панели элементов разместим на рабочей области сеть Ethernet и свяжем Ethernet адаптера. Сетей может быть размещено множество. Как Сергей уже сказал, у нас поддерживается резервирование каналов N+1. Для каждого такого канала потребуется отдельная сеть, но об этом мы поговорим в будущих вебинарах. Итак, на этом мы закончили описание архитектуры проекта и можем переходить к следующему этапу описания технологического оборудования. Для того, чтобы описать технологическое оборудование, нам необходимо сформировать библиотеку типов. В данном случае мы воспользуемся готовой библиотекой типов, которую я подготовил заранее. Для того, чтобы ее подключить, создадим еще один модуль в решении, модуль библиотеки элементов, и назовем его Types.
Итак, добавился модуль, и в него уже импортируем заранее сформированные элементы. Вызовем мастер импорта и укажем, что конкретно мы будем импортировать. Итак, библиотека импортирована. Давайте познакомимся, из чего же она состоит. В первую очередь она состоит из двух задвижек. Из задвижки и аналогового датчика, прошу прощения. Итак, давайте познакомимся, как описана задвижка в этой библиотеке типов. В задвижке имеется сигнал состояния и две команды на открытие и закрытие. Аналоговый датчик представляет собой всего лишь один параметр – это значение датчика. Вы, наверное, уже могли заметить то, что объектов импортировалось гораздо больше. Давайте познакомимся поближе на примере задвижки. Задвижка, которую сейчас вы видите на экране, это общее описание задвижки во внешней системе. А вот это описание задвижки, это то, как мы будем ее видеть в дереве объектов альфа-сервера. Это необходимо для того, чтобы, во-первых, выбирать, какие параметры необходимо передавать, значение каких параметров необходимо передавать, и это позволит нам добавить новые параметры, которые не будут получаться от внешнего источника. В данном случае мы будем получать от внешнего источника только сигнал состояния и выводить в отдельный параметр ObjectName описание этой задвижки, описание экземпляра конкретной задвижки. Для того, чтобы распределить представление одного и того же типа на несколько представлений, существует система меток. Например, в данном проекте, в данной библиотеке созданы две метки, а именно External System. Все представления, у которых указана эта метка, будут представлять внешний источник данных, а метка Alpha-Platform, те представления типов, которые помечены меткой Alpha-Platform, будут описывать этот тип в сервере Alpha-Server. В терминологии Alpha Dev Studio эти метки называются аспекты. Итак, мы познакомились с библиотекой типов. Для того, чтобы начать с библиотекой типов работать, необходимо связать два модуля. Для этого вернемся в проект демо и укажем ссылку на модуль Types. На этом можно приступать к описанию технологических объектов, которые представлены на этом слайде. Итак, напомню, у нас будет описание резервуара, у которого имеется две задвижки на входе и выходе, датчики давления на входе и выходе и датчик уровня. И начнем мы описание этого технологического объекта с описания структуры данных во внешнем источнике. Для этого вернемся во внешний источник и добавим на рабочую область приложение. В приложении добавим логический объект и назовем его T1, в котором мы будем размещать уже типизированные объекты на основе библиотеки типов. Итак, зайдем внутрь объекта и здесь с панели инструментов добавим представление задвижки External XV. Назовем этот объект XV1.1. Вы можете уже заметить то, что здесь описаны все возможные параметры этой задвижки, то, что мы видели в библиотеке типов. Итак, продолжим.
Добавим описание этой задвижки с помощью атрибутов. В правом нижнем углу имеется окно атрибутов, в котором мы будем добавлять атрибуты. С помощью ссылок на сервисные модули как раз и будем добавлять атрибуты. Добавим атрибут описания, и это будет xv1.1. Теперь создадим еще один экземпляр задвижки. Это будет xv1.2. Как вы видите, у него аналогичный набор параметров, так как он сделан на основе типа. И ему также добавим описание, атрибут описания, и заполним его значением xv1.2. Таким образом, мы описали вот эту задвижку и эту задвижку во внешней системе. Теперь перейдем к описанию аналоговых датчиков. Для этого также с панели инструментов возьмем объект External AI. Для начала это будет PT1.1, датчик давления на входе. Ему добавим также атрибут описания и атрибут единицы измерения. Описание PT1.1. Единица измерения, так как это датчик давления, он будет измерять давление в мегапаскалях. Теперь создадим еще один экземпляр аналогового датчика PT1.2. Добавим ему те же самые атрибуты. Назначение атрибутов будет несколько отличаться. Единицы измерения те же самые, мегапаскали, а описание уже в соответствии с именем PT1.2. Ну, теперь нам осталось добавить еще один экземпляр аналогового датчика для описания датчика уровня. Это будет единственный LT1. И ему также добавим атрибуты описания единицы измерения LT1. И в единицах измерения укажем проценты. Таким образом, мы описали технологическое оборудование, которое представлено в нашем проекте, во внешней системе. Теперь на основе этого описания создадим в конфигурации альфа-сервера будущее дерево сигналов, будущее дерево объектов. Для этого вернемся в сервер ввода-вывода, в альфа-сервер. Точно так же добавим приложение. И здесь мы можем, конечно, сформировать аналогичное дерево вручную, как мы это делали во внешнем источнике. Но мы можем воспользоваться мастером создания представлений и сделать это буквально в 2 клика. Вызовем мастер создания представлений, укажем объекты представления, которых хотим создать, и выберем метку, метку представлений, которые хотим создать. Таким образом, мы повторили в 2 клика ту архитектуру, которую описывали ранее. Так, теперь для того, чтобы, наконец, получать данные через протокол MAC 104, необходимо связать ранее описанную структуру объектов с реальными физическими адресами MAC. Для того, чтобы связать параметры задвижек аналоговых датчиков с адресами в внешнем источнике на станции MAC, разместим карту связывания, карту адресов MAC. Укажем как файл. И давайте посмотрим, что имеется в карте адресов. Здесь для каждого параметра, каждого объекта указан номер станции и указан адрес в станции MAC, а также протокольный тип
с помощью которого будет передаваться данные. На этом можно сказать все. Давайте укажем имя узла в сети AlphaNet для того, чтобы подключить наш проект к мастеру развертывания. Для этого у домена укажем адрес. В нашем случае адрес это local. Ну что ж, давайте попробуем построить решение, скомпилировать и построить решение для того, чтобы в дальнейшем его запустить. Итак, мы видим то, что компиляция не успешна. Имеется ошибка. Быстрый переход на место ошибки с помощью журнала. И здесь мы видим то, что мы не указали карту адресов. Да, мы создали карту адресов, но не привязали ее к конкретной станции. В этом как раз и заключается ошибка. Ну что ж, давайте укажем. И попробуем скомпилировать и построить конфигурации заново. Так, компиляция прошла успешно. Построение тоже прошло успешно. Никаких ошибок и предупреждений нет. Ну что ж, давайте тогда попробуем запустить эту часть проекта и проверим, а действительно ли получатся данные. Для того, чтобы развернуть построенную конфигурацию в конкретный экземпляр альфа-сервера, воспользуемся мастером развертывания. Итак, нажимаем «Применить конфигурацию». Конфигурация успешно применена. И теперь мы можем подключиться к конкретному экземпляру этой альфа-сервера, на котором мы размещали конфигурацию, и проверить, получено ли значение. Итак, давайте подключимся и перейдем к приложению альфа-сервера, а именно к тем объектам, которые мы создавали с помощью мастера создания представлений. И здесь мы видим то, что состояние имеет значение 2, состояние первой задвижки. У второй задвижки состояние также имеет значение. В данном случае это значение 1. И датчики давления, а также датчик уровня получают данные от внешнего источника. Ну что ж, мы описали архитектуру проекта, мы описали структуру технологических объектов и связали, успешно получили данные от внешнего источника. Теперь пора формировать интерфейс оператора. Для того, чтобы сформировать интерфейс оператора, нарисовать немосхему, воспользуемся инструментом дизайнер Alpha HMI. Точно так же начнем с создания нового проекта. В левой части экрана имеется библиотека компонентов, в котором и будут собраны все графические типы, из которых состоит проект. По умолчанию создается форма. При открытии этой формы она размещается по центру экрана. Также в библиотеке компонентов имеется блок «Общие элементы», те примитивы графические и неграфические, из которых и можно сформировать проект визуализации. В правой части имеется структура объекта. В структуре объекта вы можете увидеть все дочерние объекты того типа, который сейчас открыт в главном окне. Ну и также имеется редактор свойств. У каждого объекта графического, неграфического имеется свой набор свойств, а также событий. С помощью событий можно открывать формы, запускать приложения, либо создавать обработчики на языке Alpha-OM, наш внутренний скриптовый язык, либо на JavaScript. Итак, для
того, чтобы нарисовать интерфейс оператора, нам также нужна библиотека типов. И точно так же воспользуемся готовой. Для этого импортируем объекты из заранее подготовленных файлов. И давайте посмотрим, что же у нас имеется в библиотеке. В библиотеке вот таким образом представлен аналоговый датчик. Имеется другое представление, другой тип аналогового датчика в виде гистограммы. Также имеется резервуар и задвижка. Ну что ж, можно теперь начинать формирование, рисование мнемосхемы. Сделаем мы ее аналогично вот этой картинке. Но для начала немного поиграемся со свойствами самой формы, а сделаем ее побольше. С помощью свойства ширина и высота формы увеличим размер формы. Ну, масштаб немного уменьшу, чтобы полностью она помещалась в экран. Далее укажем, чтобы форма запускалась на весь экран и на всякий случай масштабировалась под размер экрана. Ну что ж, форма у нас готова. Теперь будем добавлять элементы, мнемознаки на эту форму. Ну, начнем с резервуара. Вот он, уже достаточно большой резервуар. Теперь нарисуем трубы. Для этого воспользуемся стандартной библиотекой. В нашем случае воспользуемся соединительной линией. Так, ну соединительная линия у нас, сразу я могу сказать, что пока что маленькая, сделаем ее побольше через изменение свойства масштаб. Ну и пододвинем. Так, теперь задекорируем эту трубу и укажем цвет. Пускай такого цвета она будет. Так, ну на выходе из резервуара тоже имеется труба, так что разместим копию этой трубы справа от резервуара. И далее уже разместим экземпляры графических типов. Задвижка. Это у нас задвижка 1. 1.1 точнее. Здесь будет размещена задвижка 1.2. И аналоговые датчики. Датчик давления PT1.1. Здесь PT1.2. И в самой бочке будет размещен датчик уровня LT1. Итак, мы разместили графические объекты, но они сейчас не покажут значения с поля, потому что это просто статические, ни к чему не привязанные графические объекты. Для того, чтобы их привязать к реальным технологическим объектам, укажем имена с помощью свойств. Итак, это XV1.1, здесь XV1.2. Это датчик давления PT1.1. Здесь датчик давления PT1.2. Ну и это датчик уровня LT1. Ну что ж, теперь у нас каждый графический объект привязан к своему технологическому объекту, и уже можно получать данные с поля. Но для начала попробуем скомпилировать проект на случай возникновения ошибок. Компиляция завершена успешно, никаких ошибок, предупреждений не появилось. Ну что ж, давайте попробуем запустить проект в runtime. И как вы можете заметить, проект успешно запустился, и данные отображаются. Итак, таким образом мы описали архитектуру проекта,
описали технологические объекты, которые используются в нашем проекте автоматизации, и нарисовали интерфейс для отображения технологического процесса. На этом можно было бы закончить, но есть небольшой нюанс. Во время рисования мнемосхемы поступила свеженькая информация. Оказывается, поступило новое требование. Теперь с мнемосхемы необходимо подавать команды управления задвижками. Если мы сейчас попробуем открыть окно управления, то вы заметите то, что команды открытия и закрытия заблокированы, так как изначально мы эти параметры не передавали на сервер ввода-вывода на альфа-сервер. Ну что ж, давайте вернемся к Alpha Dev Studio. Вернемся в библиотеку типов, а именно к представлению в альфа-сервере задвижка. Так, ну для начала отключимся от альфа-сервера и экспонируем сигналы, которые мы ранее не добавляли. Итак, теперь в типе, представлении типа с меткой альфа-платформ появились новые параметры, а именно команды управления. Давайте посмотрим, как это повлияло на все остальные объекты, на экземпляры этих типов. Перейдем в конфигурацию альфа-сервера. И здесь мы не увидим пока еще, но если мы обновим картинку, то мы увидим то, что у задвижек появились в том числе и команды управления. У каждого экземпляра задвижки появились новые параметры команды управления. Ну что ж, можно развернуть эту конфигурацию, но прежде чем мы это будем делать, мы вернемся к мастеру развертывания и зафиксируем ту версию, которая уже сейчас развернута. Пометим активную версию как стабильную. Для того, чтобы в случае, если что-то пойдет не так, в случае обнаружения каких-то ошибок при использовании новой конфигурации, мы могли быстро откатиться на уже проверенную конфигурацию. Итак, укажем версию модуля демо. Поднимем версию. Теперь она будет 1.0.0.1, так как мы внесли изменения в библиотеку типов, мы внесли изменения в конфигурацию. И теперь построим новую версию этой конфигурации. Итак, построение успешно завершено. Построенная версия 1.0.0.1, и ее применим на тот экземпляр сервера, с которым мы работали до этого. Итак, применили. Теперь вернемся к среде визуализации и попробуем запустить проект вновь. И теперь уже попробуем подать команды управления. Итак, открыли окно управления задвижкой XV1.1. Здесь мы видим то, что команды управления теперь доступны для взаимодействия. У задвижки XV1.2 также команды управления доступны. Ну и давайте попробуем подать команду. Например, закроем первую задвижку. И мы видим то, что она успешно закрылась. И давление начало постепенно уменьшаться. Если мы откроем, подадим команду управления на открытие задвижки, то состояние у него изменилось. Так. И остался небольшой еще нюанс, который я хотел озвучить, а именно, а зачем нам сервер истории? Мы его описали, но до этого еще никак не затрагивали. Дело в том, что на уровне типа значения аналоговых датчиков
сказано сохранять в истории. И теперь с помощью графиков мы можем посмотреть на историю значений. Итак, мы видим сейчас график оперативных значений датчика давления PT1 и можем перейти в исторический режим и сделать запрос, допустим, за последние 10 минут и получить историю значений с этого датчика. Ну что ж, на этом у меня все. Спасибо за внимание.